Демыч. Я не чувствую наличия турбин. Гурам, а их здесь нет. Они в Германии. 5.25. Хотели снять М4, в итоге опять будем снимать подъемник. Ну давай, ладно, давай расскажем о том, что это за машина. А что это за машина? Это BMW M4 Competition. Competition — это такая, скажем так, спецверсия BMW M4, которая отличается чуть увеличенной мощностью, иной подвеской, и надписями Competition и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле BMW врут. Это заказ BMW, сейчас был явно вот этот звук. Я расскажу почему. С завода обычная М4 развивает 431 лошадиную силу. Почему нельзя было в паспорте написать 430, я не понимаю. 431. Версия Competition развивает 450 лошадиных сил, как заявляют представители BMW. По факту, эта машина показала на стенде в Москве 430 колесных лошадиных сил, что эквивалентно примерно 490-500 даже лошадиным силам на моторе. Представьте, вы сходили на рынок, купили фруктов, пришли домой, сделали контрольное взвешивание и поняли, что продавец немножко ошибся в вашу сторону. Приятно, в общем-то приятно. Ну и если говорить о практической пользе, то вы тупо платите меньше налог. Это тоже, знаете ли, ни копейки. То есть им проще занизить мощность и сказать, что, например, там в машине не 500 сил, а 450, чтобы машина ехала на свои 450 лучше, чем должна. Краткая история этого автомобиля. Во-первых, владелец этой машины помешанный на тачках чувак. Абсолютно наш человек, бензин в крови, все дела. Что касается этой машины. Она была куплена осенью 2016 года. Ее сразу же отвезли на стенд, замерили мощность. Как я уже сказал, она на стенде показала 430 колесных лошадиных сил. Замерили разгон от 100 до 200 км в час. Эта машина с неполным баком бензина сделала это упражнение за 8,5 секунд. Это, конечно же, не очень быстро, но для стокового автомобиля это очень хорошо. Для понимания и сравнения с обычной версией BMW M4 или BMW M3, не Competition, они едут примерно 9-9,5 секунд 100-200. Далее на этом автомобиле была установлена полная выхлопная система Акрапович. Кроме этого, был заменен радиатор охлаждающей системы. Охлаждающая система воздуха здесь жидкостная. Кроме этого, был установлен впуск и перепрограммирование блока управления двигателем от компании К8 Strasse. То есть по итогу, после всех этих модификаций, полный выхлоп, охлаждение, впуск, прошивка, машина показала на стенде 510 колесных сил. Это примерно 590-600 лошадиных сил на моторе. Классно, супер, но есть одна большая проблема. На высоких оборотах стоковые турбины умирали. То есть после 5000 оборотов мощность начинает падать. Это значит, что турбины не справляются со своей задачей. То есть в каком-то диапазоне они показывают пресловутые 600 лошадиных сил, но дальше до отсечки они эту мощность держать не могут. Поэтому что сделал владелец? Он открыл капот, снял отсюда две маленькие, вот эти маленькие миллипиписечные заводские турбины, отправил их в Германию, заказал там модифицированные турбины, и совсем скоро модифицированные турбины окажутся под капотом этой M4 Competition. Чего ждать? Ну, обещают 600-620 колесных сил на новых турбинах, что эквивалентно 700 силам на моторе. 700 сил на моторе. И вы, наверное, спросите: Гурам, заводская машина показывает, ну, пускай 500 лошадиных сил. Теперь ты говоришь про 700. А как же шатуны? А как же поршни? Не развалится ли мотор? Не развалится. Стоковый мотор, уже есть практика по всему миру, показывает 700-750 колесных сил и выдерживает все это дело. Дело все в том, что здесь очень крепкий 3-литровый блок. Он очень сильно напоминает блок 2GZ GTE. Он не чугунный, но тем не менее он сделан из особых сплавов, которые помогут выдержать большую мощность и большой крутящий момент. Значит, на М3 и М4 с завода предлагается два вида коробок передач. Первая — это механическая 6-ступенчатая, вторая — это 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.
Вопрос такой. Механика держит мощность без проблем. Там все проще. С роботом чуть-чуть сложнее. То есть с роботом нельзя переходить грань 950 ньютон-метров крутящего момента. Если не переходить эту грань, то стандартные диски сцепления держат этот момент. Как только больше 950 и 1000 ньютон-метров крутящего момента, уже надо менять диски. Решение есть. Например, Datsun предлагает усиленные диски сцепления, которые, соответственно, помогут держать и больше 1000 момента. Но владелец не планирует выходить за 900 момента и планирует остаться на стандартной коробке передач. Модифицированные турбины, полный выхлоп, впуск и чуть доработана система охлаждения. Кстати, про систему охлаждения. Пойдем. Вернемся к моему любимому месту. Видишь вот эту штуковину? Так. Что это, по-твоему? Не знаешь. Смотри. Подаваемый воздух проходит через вот этот интеркулер, но сам этот интеркулер охлаждается не потоком воздуха, а охлаждается жидкостью, радиатор которой висит вот здесь и охлаждается потоком воздуха. Воздух от турбин до впускного ресивера совершает очень маленький путь, а не через всю вот эту систему, и что увеличивает лак. Лак — это когда вы нажимаете на газ, и реакция двигателя, реакция машины чуть-чуть на долю секунды затормаживается. BMW, как старый любитель атомомоторов с великолепной реакцией, очень следит за тем, чтобы даже в турбомоторах реакция была молниеносная. И хочу вам сказать, что эта система жидкостного охлаждения справляется великолепно. Даже на тюнинге, то есть когда температура на впуске в принципе увеличена, даже в режиме газ в пол, когда машина много и часто ездит быстро, температура на впуске не более 27 градусов. Это идеально. Проблема с зацепом. Много мощности, много крутящего момента на задней оси, у вас всегда будут проблемы с зацепом. Не надо думать, что тупым увеличением ширины колеса вы добьетесь хорошего зацепа. Это обман. Это на самом деле не так, потому что если вы тупо увеличиваете ширину колеса, то вы уменьшаете давление на квадратный сантиметр этого колеса. Нужно играть с компаундом. Здесь сейчас стоит резина Michelin Pilot Super Sport. По идее, хорошая резина, причем она не узкая, 295-я, но при этом она буксует постоянно, даже при скорости более 100 км в час, потому что много крутящего момента. Какое есть решение? Ставится сюда полуслики Микки Томпсон. По-другому эта машина существовать не может. Дем, ты знаешь? Знаю. Да. Класс самая высокая Значит, Дема меня спросил, почему я так часто... Ну, по-любому. Простите, пожалуйста. Гурам, слушай, уже который раз слышу фамилию Акрапович. Он твой родственник, что ли? Нет, во-первых, если бы он был мой родственник, у него была бы фамилия Акраповидзе. А во-вторых, нет, просто дело в том, что Акрапович — это очень качественная, очень крутая выхлопная система. Ее сравнить можно, ну, если вот, например, если в одежде есть вот такие топ-бренды, как Brioni и Zili, то в выхлопных системах это Акрапович. Они стоят очень дорого, и если деньги есть, то лучше купить Акрапович, и головная боль о выхлопной системе у вас будет снята. Что, собственно, и сделал молодой человек, владелец этого автомобиля. Полный выхлоп Акрапович, включая даунпайпы. Катализаторов в этой машине, разумеется, нет. Что еще было сделано с этой М4? По кругу была установлена подвеска КВ версия 3. Рулится все просто превосходно, и это, кстати, во многом заслуга не только этой подвески, но еще и очень хорошего шасси, которое сделали инженеры BMW. На М3, М4 очень хорошее шасси, и что самое главное, за что им огромное спасибо, огромное просто вам спасибо, что они не стали увеличивать массу автомобиля. Она и так очень толстая, эта машина весит порядка 1650 килограмм. Но это столько же, сколько весила предыдущая версия М3 V8, которая была 90-92. Если бы они сейчас добавили вес и сделали ее 1,8 тонны, я бы вообще даже ушел отсюда и не стал бы снимать ничего про эту машину. Кстати, вообще сколько стоит такая машина? Давай спросим у Автору. Заходим на Автору. Марка BMW. Модель М4.
На автору продается порядка 20 М4, чисто М4. И минимальная цена начинается от 3,5 миллионов рублей. Почему ты меня еще не спросил про карбонокерамические тормоза? Ну, я просто и так знаю, что тебя даже спрашивать об этом не. Да, к сожалению, их здесь нет. А, слава богу. Да, нет, здесь стоят стальные тормозные механизмы, ну, чугунные, в общем, стандартные тормоза. А как так получилось? Почему? Я не знаю, почему, когда я спрашивал у Андрея, я говорю: Андрей, ты чего? Как ты вообще вот взял такую машину? Она в стоке-то на стоковой мощности этих тормозов не хватает. Есть вариант купить тормозные диски, тормозные суппорта, кстати, такие же тормозные диски, карбонокерамические, которые на эту машину опционально предлагаются. Есть, но, чтобы ты понимал, даже бэушные диски обойдутся в 300 тысяч рублей. Да, бэушные. Про новые я молчу, ну, новые 500 где-то примерно. 500 000 за тормозные диски. В предпоследнем лайве, где мы показывали вам гелик 63-й, белый, очень крутой. Если вы не смотрели, обязательно пройдите на наш канал, найдите это видео. Мы просили наших зрителей и подписчиков написать в комментариях вопросы с хэштегом #VопросДТ. Мы собрали эти вопросы, их немалое количество, но мы хотим собрать еще больше и записать потом один большой выпуск с ответами на эти вопросы. Поэтому, если у вас есть вопросы по этой машине, по предыдущим машинам, по машинам, которые мы будем тестировать, по тому, как мы это делаем, да любые вопросы вообще, задавайте их в комментариях и делайте хэштег #VопросДТ. Слушай, по салону все хорошо, потому что это BMW. А BMW-шные салоны лично мне ближе всего. Органы управления, то, где как находится, коробка передач, руль, его толщина. Вот это чисто все по мне. Но есть элементы, которые выдают, что это М-ка. Например, спидометр, который размещен до 330 км в час. Например, рычаг роботизированной коробки передач ДКТ. Такой есть только у М-ки. Руль М-очный, но в принципе это опциональная штука. Ее можно поставить и на обычную тройку, но все равно это руль. А в остальном, да, в остальном я с тобой согласен. Увы и ах, этот салон довольно тяжело неопытному глазу отличить от салона 320-го дизеля. Слушай, ну она бесповоротно двухместная? Или там есть все-таки шанс перевести там тещу на дачу? Ты подкаблучник хренов, зачем тещу возить на дачу? Что, в кровать пустили спать опять? Не, на самом деле места сзади мало, и это надо понимать. Это купе, это двухдверная машина, задние сиденья здесь весьма условные. Это чисто машина эгоиста. Пилот, подружка пилота, 700 сил, задний привод, поехали. Ну, либо настройщик. Ну, либо настройщик. Тут, понимаешь, романтика тюнинга, так называемая. Суббота, вечер, BMW, ночная пустая трасса. В машине сидите вы и ваш настройщик. Это гейская вечеринка, блин. Ну что поделаешь, сосисочная, да. Автомобиль со схожими характеристиками у нас на Анлиме. BMW M4 золотого цвета. Я думаю, что все, кто подписан на наш канал, знают эту M4. Она, кстати, в этом году, скорее всего, тоже будет на Анлиме. Она была примерно на такой же мощности, как и будет эта. И чтобы вы понимали, на полмили она оказалась быстрее, чем Ferrari F12 Berlinetta. А это, простите меня, уже не шутки. Синхронный старт обоих пилотов. Едут ровно. Так, посмотрим, что же будет на дистанции. BMW вырывается вперед. Вот это сюрприз! Малышка М4 наказала F12. Ничего себе! Модифицированные турбины на BMW M4 дают о себе знать. 261 км в час на выходе против 250 у Ferrari. Все преимущества, которые были у M4 Competition, а это подвеска, здесь стоит КВ уже, то есть Competition подвеска нам не нужна. Выхлоп, здесь стоит Акрапович, нам не нужен. Чуть другая система управления двигателем, опять же, не нужно, потому что здесь стоит прошивка К8 Штрассе. Стой, так получается, можно было купить да. М4? Да, получается так. Получается так. Но ты задаешь вопрос, да? Да! Абсолютно правильный вопрос. Но если ты не хочешь тюнить машину, хочешь оставить ее в стоке,
Такое тоже бывает. Пап, существуют ли стоковые машины? Нет, сынок, это фантастика. Это фантастика бывает. Очень многие люди оставляют машину в стоке. В таком случае Competition действительно быстрее обычной M3, M4. Она лучше рулится, лучше звучит. Как хорошо, что глобализация не дошла до топовых моделей младших классов. Потому что если старшие классы все одинаковые, все полноприводные, все примерно с одинаковым объемом двигателя, с одинаковой массой, вы просто выбираете, грубо говоря, салон, который вам больше нравится, и марку, религию, которой вы больше верите, грубо говоря. То, что касается в классе M3, M4 и C63 AMG, здесь все по-другому. Потому что M-ки предлагает малый вес, относительно малый вес, лучшую управляемость, более игривый такой, более, скажем так, веселый характер, но при этом они попроще в салоне, попроще внешний вид и хуже выхлопная система. Уж простите, даже Акрапович не способна сделать чудо с 6-цилиндровым турбовым двигателем. В плане звука это практически, можно сказать, мертворожденное дитя. По итогу это была BMW M4 Competition нашего товарища Андрея, на которой совсем скоро будут установлены турбины на 700 лошадиных сил, полный выхлоп, охлаждения и все остальное здесь уже стоит. Мы обязательно покажем настройку этого автомобиля на стенде и сделаем тест-драйв этого автомобиля на дорогах общего пользования. Ну и я думаю, что съездим на полигон, где можно будет, не нарушая правил дорожного движения, выжать из этой девочки все. Если вам понравилась эта машина, ставьте лайки. И у меня вопрос к тем, кто смотрит это видео. Выбор между новой BMW M4, C63 AMG и новой Audi RS5. Какую машину выбрали бы вы? И напишите в комментариях. Ну, просто мне интересно мнение фанатов, какой марки и модели больше среди наших подписчиков и зрителей. Это был DT Live. Меня зовут Гурам. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч.